Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать красивый узор крючком. Вязать будем из вот такой вот пряжи. Это бархатный мохер от интернет-магазина Атрика. В описании вы найдете ссылочку на данный интернет-магазин. Состав пряжи: 25% альпака, 30% мохер, 45% хлопок. И в 100 граммах 195 метров. Вязать буду крючком номер 4. Итак, нам необходимо количество петель кратное 7. Набираем, для образца наберу 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Итак, делаем накид. И в четвертую петлю 3 пропускаем. Это у нас первый столбик с накидом. И в четвертую мы провязываем столбик с накидом. 1. В следующую петельку снова у нас идет столбик с накидом. 2, 3, 4. Так, всего 5, если считать вот эти 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Далее провязываем 2 воздушные петли, пропускаем внизу полотна 2 воздушные, и в третью мы снова провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли, накид, и снова провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Первый ряд мы провязали. Разворачиваем наше вязание, провязываем воздушную петлю, петельку вытягиваем и делаем накид. Этот ряд мы провязываем вот такие рельефные столбики с одним накидом. Это первый наш столбик. Рельефные столбики с одним накидом за переднюю стенку петли предыдущего ряда. 3, 4, 5. Снова 2 воздушные петли. Опять же рельефный столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли и последние 5 столбиков с одним накидом. Провязываем также рельефно. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот что у нас получается. Так, далее переходим на новый третий ряд. В начале ряда мы провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, вот эти наши петельки, находим третью. 1, 2, 3. Вот она, третья наша петелька. Мы провязываем здесь столбик без накида. Провязываем 2 воздушные петли. И в арку провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Снова провязываем 2 воздушные петли. На нашей полосочке находим третью петлю и фиксируем, провязывая столбик без накида.
2 воздушные петли, делаем накид. Раз, два, три, 4, 5. Снова 2 воздушные петли. Находим третью петельку. 2 воздушные петли, и в конце ряда мы провязываем вот 2 воздушные петли и провязываем столбик с одним накидом. Провязали третий ряд. Вот что у нас получается. Итак, переходим к четвертому ряду. Разворачиваем наше вязание. Здесь набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И, как бы сказать, мы вот сейчас всегда изнаночные ряды, назовем их так, будем провязывать рельефные столбики, а в лицевых рядах будем делать вот такие арки. То есть, в принципе, сейчас вязание сводится к 2 рядам. Смотрите, в изнаночных рядах мы вяжем рельефные столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, между ними 2 воздушные петли. Снова провязываем рельефные столбики. И 5. Все, в конце мы провязываем 2 воздушные петли. В предыдущем ряду у нас была арка из 5 воздушных петель. Делаем накид. И во вторую петельку, смотрите, мы просто провязываем столбик с одним накидом. Вот, изнаночные ряды так будем провязывать, ну, назовем их так. Лицевые ряды у нас формируются вот такие вот арки, где мы уже, вот, смотрите, формируем в лицевом, назовем их лицевые ряды, да, провязываем 3 воздушные петли. В арку мы провязываем всегда по 5 столбиков с одним накидом. Первый у нас это 3 воздушные петли, 2, 3, 4 и 5. Далее мы провязываем 2 воздушные петли, находим на этой полосе третью петлю, провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и снова в арку 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова 2 воздушные петли. Столбик без накида в третью петлю. 2 воздушные, и сюда мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, и во вторую петельку мы провязываем 5 столбик. Смотрите, только вот эти арки у нас будут чередоваться. То мы провязываем их 2, в следующем ряду 3. В следующем ряду у нас снова 2 арки. То есть опять переходим на изнаночный ряд. И провязываем, как мы вязали с вами второй ряд. Да, смотрите, то есть мы делаем воздушную петлю, вытягиваем длинную петельку. И делаем такой вот первый рельефный столбик с одним накидом. 2, 3, 4. То есть 5 и 6 ряд мы с вами провязываем точно так же, как мы вязали 1 и 2. Видите, за счет того, что эти арки у нас чередуются, то их 2, в следующем ряду их 3. 2 воздушные петли.
И снова мы провязываем 5 рельефных столбиков. То есть то же самое, что мы вязали в первом-втором ряду. Эти ряды я называю изнаночными, потому что они формируют нашу... За счет этих рельефных столбиков формируется лицо нашего полотна. 2 воздушные петли. Так, мы с вами провязали 5-й, 6-й ряд сейчас, да, он точно так же вяжется, как 1-й и 2-й. А 7-й и 8-й будет вязаться точно так же, как 3-й и 4-й. Вот, в 3-м ряду мы набирали 5 воздушных петель, 3, 4, 5, и провязывали в 3-ю петлю. Далее 2 воздушные петли, и мы формируем новую арку. 1, 2, 3. Точно так же, как мы с вами вязали 3-й ряд. Все, снова 2 воздушные петли, и здесь находим 3-ю петельку и фиксируем. Все, таким образом у нас получается, сейчас я вам покажу на большом полотне. Смотрите, что у нас получается, какой красивый рисунок, да, вот такие вот рельефные чешуйки. Очень красивый рисунок подойдет для одежды, для шали. И знаете еще, что думаю, что, ну, понятно, что если вязать не из этой пряжи, очень красивая была бы юбочка. Вот даже вот это вверх, вот это вниз. Смотрите, как рельефно они переходят, эти чешуйки. Вот такой получается, в принципе, простой узор, который состоит из 4 рядов. Далее ряды повторяются. Так что, если был полезен мой видеоурок по вязанию вот такого красивенного рельефного узора, ставьте, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.